Известно ли вам, что современная стройка – крайне опасное место? Посмотрите на эти видео. Вот к чему могут приводить ошибки в работе с современной строительной техникой. Она может загореться, сломаться, перестать слушаться своего водителя и создать еще много других неприятных ситуаций. В общем, быть невнимательным и работать на тяжелой строительной технике – вещи несовместимые. Сегодня я расскажу вам о 7 случаях, когда халатность и глупость операторов техники приводила к разрушительным авариям или просто курьезным случаям. Приготовьтесь наблюдать за парадом разрушительной нелепости. Мы начинаем. Посмотрите на это видео. На нем видно, как огромный подъемный кран медленно наклоняется в сторону. Если что, так быть не должно. Исход события очевиден. Кран с огромной силой рухнул на землю, окутав все вокруг дымовой завесой. Очень надеюсь, что водитель этого крана успел покинуть кабину, потому что если он все же был внутри, то шансы на его выживание невысоки. К сожалению, автор видео не озвучивает, почему произошла авария с этим краном. Но я могу сделать пару предположений по этому поводу. Одна из самых частых причин таких аварий – это перегруз. Краны, как и любая другая техника, имеют предельную грузоподъемность. Но иногда операторы либо ошибаются в расчетах, либо намеренно превышают допустимый вес. В результате кран теряет равновесие и опрокидывается. Еще одна причина – неправильная установка крана. Если техника установлена на неровной поверхности или на неустойчивой почве, то ее центр тяжести может сместиться, особенно при работе с тяжелыми грузами. В таких случаях даже небольшой крен может стать поводом для трагедии. Также нельзя забывать про износ оборудования. Тросы, гидравлика, поворотные механизмы – все это со временем выходит из строя. Если технику не обслуживать вовремя, риск аварии возрастает в разы и, конечно же, человеческий фактор. Ошибки оператора, невнимательность, спешка – все это может привести к трагическим последствиям. Иногда крановщики не проходят должного обучения или игнорируют правила безопасности. Итог предсказуем. Такая халатность может стоить жизни не только им, но и окружающим. Работа с тяжелыми грузами требует от специалистов особого мастерства. В этом видео вы можете увидеть, к чему приводит недостаточная квалификация рабочих. На кадрах видно, как 2 подъемных крана, установленных на грузовиках, поднимают водонапорную башню. Все шло неплохо, но в один момент выяснилось, что груз закреплен плохо. В итоге один из крюков расцепляется. Именно с этого начинается эффект домино. Как только башня теряет одну точку опоры, вся нагрузка мгновенно перераспределяется на оставшийся кран. Проблема в том, что такие конструкции не рассчитаны на резкие изменения нагрузки. Вместо плавного подъема начинается резкий рывок, а это смертельный приговор для всей системы. Физика тут работает безжалостно. Гравитация тянет башню вниз, создавая огромный крутящий момент, который дергает второй кран в сторону падения. А кран — это не перышко. У него огромная масса, и если он начинает движение, остановить его практически невозможно. В результате второй кран не выдерживает нагрузки и ломается. Его стрела гнется, а сам он заваливается на бок, утягивая за собой грузовик. Итог – полный хаос. Раздавленное помещение, перевернутый кран и перевернутый грузовик. Но хуже всего то, что такие аварии – это не просто материальный ущерб. Они несут реальную угрозу жизням людей. Если кто-то оказался на пути падающей конструкции, шансов у него практически нет. Очень надеюсь, что специалистов по закреплению груза направят на повышение квалификации, потому что такие ошибки – это не просто небрежность, это игра с жизнями. На данном видео экскаватор АТЭК попал в неприятную ситуацию, провалившись правой стороной в выкопанный котлован. Казалось бы, ситуация сложная, но не безвыходная. При должной реакции оператора можно было попробовать спастись. Но больше всего поражают действия самого экскаваторщика. Вместо того, чтобы развернуть машину и, уперевшись ковшом в дно котлована, попытаться вытолкнуть себя за счет гидравлики, он просто спокойно покидает кабину. Такое чувство, что его это не особо волнует, словно он оставляет машину на парковке, а не в аварийном положении. Вполне допускаю, что тут свою роль могли сыграть банальная паника или недостаток опыта. Важный момент. Экскаватор падает на правую сторону. Почему это имеет значение? Дело в том, что с правой стороны у большинства подобных машин находится только ходовая часть. А вот слева – кабина. Если бы махина падала влево, то у оператора были бы значительные проблемы. В этот раз ему явно повезло. Дальше мы видим операцию по спасению. В ход идет другая крупная строительная техника, с помощью которой пытаются вытащить злополучный экскаватор. На этом этапе обошлось без эксцессов. Все могло бы закончиться гораздо печальнее, но в этот раз ущерб оказался минимальным. Экскаватор получил незначительные повреждения, а оператор остался целым. Однако далеко не все такие истории заканчиваются удачно. И следующий случай – яркое тому подтверждение.
На первый взгляд в этом видео нет ничего необычного. Небольшой экскаватор копает котлован и загружает грунт в самосвал КАМАЗ. Обычный рабочий процесс, ничего примечательного. Но если присмотреться, становится понятно. Ситуация развивается по очень опасному сценарию. Дальнейшие события поражают своей нелепостью. Все из-за того, что рабочие полностью игнорируют базовые правила техники безопасности. Начнем с того, что котлован довольно глубокий. А теперь давайте вспомним, сколько весит КАМАЗ. В пустом состоянии около 15 американских тонн. Если же его кузов загружен под завязку, вес увеличивается до 22-25 тонн. И вот ключевой момент. Этот тяжелый грузовик находится прямо на краю котлована. Казалось бы, водитель должен понимать, что грунт под ним не бетонный. Почва рыхлая, и под таким весом она может осесть или просто осыпаться. Но он, похоже, об этом не задумывается. Когда самосвал был полностью загружен, а его масса достигла максимального значения, происходит неизбежное. Водитель нажимает на газ, чтобы уехать, но этот небольшой толчок становится последней каплей. Отвал котлована обрушивается под тяжестью КАМАЗа. Грузовик мгновенно теряет опору и с грохотом заваливается в яму. С точки зрения физики, тут все закономерно. Почва имеет определенный предел прочности, и если нагрузка превышает этот предел, происходит обрушение. К тому же у самосвала высокий центр тяжести. Когда его передние колеса теряют опору, равновесие нарушается, и он неизбежно переворачивается. Что случилось с водителем, неизвестно. Видео обрывается, оставляя нас в неведении. Надеюсь, он отделался лишь легким испугом, потому что подобные ошибки иногда заканчиваются куда более трагично. Ну а чтобы не допускать таких нелепых и опасных ситуаций на строительстве, важно качественно подбирать персонал и работать исключительно с профессионалами. Если вы озадачены подбором надежных специалистов в сфере строительства, предлагаю обратиться к производственному объединению «Система». Это ведущее предприятие с полным комплексом услуг, от проектирования модульных зданий различного назначения и любой степени сложности до разработки дизайн-проектов, включая и внутреннюю отделку. Эти ребята дают гарантию качества своей работы, что очень важно в наше время. Давайте посмотрим следующее видео. Очевидно, что в этой местности ведется стройка, а значит, здесь работает тяжелая техника. На кадрах мы видим, как грузовик движется за небольшим экскаватором. Ситуация кажется обычной, но есть одна странность. Грузовик и экскаватор соединены каким-то белым проводом. На буксировочный трос это не похоже, да и разница в массе техники говорит о том, что экскаватор вряд ли сможет вытянуть грузовик в случае необходимости. Тогда зачем соединять их проводом? Возможно, он служил для передачи электроэнергии, например, чтобы запитать стартер грузовика, если у него сел аккумулятор. Но самая большая ошибка впереди. Грузовик движется вверх по склону, но внезапно его двигатель глохнет. И здесь вступает в игру безжалостная физика. Как только тяга пропадает, многотонная махина начинает двигаться назад, под собственным весом и силой гравитации. Логично предположить, что водитель должен был нажать на тормоз или поставить машину на ручник. Но даже если он пытался это сделать, результата могло не быть. Почва под колесами, судя по видео, скользкая и нестабильная, колеса просто не смогли зацепиться за поверхность. Теперь водитель в отчаянной попытке спасти ситуацию пытается снова завести двигатель на ходу, но инерция уже взяла верх. Грузовик разгоняется и, не имея возможности остановиться, вылетает за обочину, переворачиваясь. Как можно было избежать этой ситуации? Во-первых, перед подъемом по склону водитель должен был проверить техническое состояние машины, особенно тормоза. Во-вторых, в подобных условиях часто используют противооткатные упоры. Специальные клинья, которые подкладываются под колеса на случай экстренной остановки. Ну и, конечно, если почва нестабильная, стоит сначала укрепить дорогу, а уже потом пускать на нее тяжелую технику. К сожалению, здесь ничего этого сделано не было. Итог закономерен: перевернутый грузовик, поврежденная техника, но, будем надеяться, целый водитель. Следующее видео вызывает не столько ужас, сколько недоумение. Перед нами уже перевернутый грузовик, лежащий на правом боку. Судя по всему, его недавно перевернул неумелый водитель. При помощи специальной техники, которая осталась за кадром, машину успешно возвращают в нормальное положение. Казалось бы, операция завершена, техника спасена. Но нет. Настоящая комедия, или скорее трагикомедия, начинается сразу после этого. Как только грузовик встает на колеса, он тут же приходит в движение. Почему? Да потому что никто не позаботился о том, чтобы зафиксировать его на месте. Ни противооткатных упоров, ни банального удержания техникой, вообще ничего. Машина находится на неровной поверхности, и как только ее центр тяжести меняется, вступает в игру сила притяжения. Под собственным весом многотонный грузовик начинает медленно, но уверенно катиться вниз. Видно, как водитель в отчаянии пытается вскочить в кабину, чтобы хоть что-то предпринять. Возможно, он хочет включить тормоз, повернуть руль, а может просто забрать свои вещи, пока грузовик снова не отправился в свободное падение.
Но все уже поздно. Гигантская махина набирает скорость, игнорируя все попытки ее остановить, и уверенно устремляется прямиком за обочину. Какие ошибки были допущены? Во-первых, перед тем, как ставить грузовик на колеса, нужно было заранее подготовить поверхность и подложить под колеса надежные упоры. Даже обычные деревянные брусья могли бы дать несколько драгоценных секунд для реагирования. Во-вторых, помимо техники, которая поднимала грузовик, надо было привлечь технику, которая его удерживала бы. Ну и, конечно, водитель должен был сразу быть готовым к управлению, а не пытаться запрыгнуть в кабину на ходу. Но, увы, ничего из этого сделано не было. В результате, только что спасенный из одной аварии грузовик тут же попадает в другую. Все старания на смарку, а кто-то явно получит незабываемый урок. И нехилый штраф от начальства. Посмотрим на еще один эпичный случай спасательной операции, проведенной с нарушением всех возможных норм безопасности. На этот раз в роли героя-спасателя экскаватор, а в роли жертвы перевернутый самосвал. Что тут могло пойти не так? Да абсолютно все. Рабочие решили не заморачиваться с профессиональной эвакуацией и доверили операцию экскаваторщику, который взялся за дело самым нестандартным образом. Вместо того, чтобы использовать подъемную технику или хотя бы зафиксировать машину тросами, он попросту перевернул самосвал ковшом. Да, именно так. Просто толкнул многотонный грузовик, словно игрушечную машинку. Наверное, посчитали, что это быстрее и дешевле. Но, как нетрудно догадаться, все пошло не по плану. Как только самосвал встал на колеса, он тут же пришел в движение. И не просто покатился, а уверенно устремился вниз по склону. Вот тут и становится по-настоящему страшно. Внизу стоят припаркованные автомобили. И вполне возможно, что в них сидят люди. Вряд ли кто-то ожидал, что сверху на них внезапно свалится неуправляемая многотонная махина. Экскаваторщик явно понял, что дело принимает опасный оборот, и попытался остановить грузовик прямо на ходу. В дело пошел ковш. Он попытался придавить самосвал к земле, как это делают в кино с беглецами. Но, увы, киношным приемом тут не место. Остановить огромный разогнавшийся грузовик одним ковшом оказалось задачей невыполнимой. Дальше — кульминация. Самосвал неумолимо мчится вниз, а видео резко обрывается. Что там случилось в итоге, остается только гадать. Возможно, оператор видео просто рванул спасать свою машину, осознав, что она вот-вот превратится в груду металлолома. Как можно было избежать этого безумия? Во-первых, самосвал следовало закрепить перед переворотом, хотя бы при помощи тросов, чтобы предотвратить самопроизвольное движение. Во-вторых, логичнее было бы использовать более подходящую технику для подъема, например, кран. Ну и, конечно, прежде чем переворачивать такую махину, стоило бы проверить, куда она может укатиться. Но, как мы видим, здравый смысл — редкий гость на некоторых стройках. Итог? Очередная авария, куча убытков, сильно испорченная машина или даже жизнь. В этом видео я показал вам много случаев, где совершались нелепые и глупые ошибки. Но в жизни часто бывает, что самые нелепые ошибки могут совершать лучшие водители. Никто не застрахован от оплошностей. Иногда ошибки совершаются из-за банальной невнимательности, иногда из-за желания сэкономить время, а порой по причине откровенной халатности. Но итог всегда один: разрушенная техника, испорченная стройка и в худших случаях угроза жизни людей. Строительная техника — это не просто большие игрушки. Каждая ошибка за рулем экскаватора, крана или самосвала может обернуться катастрофой. Один неверный расчет, одна забытая мера предосторожности, и многотонная машина уже летит в кювет, рушит здание или сбивает все на своем пути. Вывод: внимательность и соблюдение техники безопасности — это не просто скучные правила из учебника, а реальная гарантия, что ты вернешься домой в конце смены. Глупо думать, что раз ты давно работаешь с техникой, то можешь расслабиться. Большинство аварий происходит именно из-за самоуверенности. Так что если вы работаете на стройке, не становитесь героем нашего следующего выпуска. Убеждайтесь, что ваша техника исправна, что она стоит на надежном покрытии, что груз хорошо закреплен, а траектория движения безопасна. А если вы просто любите смотреть такие видео, что ж, оставайтесь с нами. Уверен, я еще много чем смогу вас удивить.